Итак, всем привет, ребят! Сегодня в этот морозный день у нас снежок выпал. Сегодня хочу приготовить отличное татарское блюдо, макароны по-татарски. Процедура приготовления данного блюда, оно очень похоже на самом деле на приготовление плова. И поэтому сегодня мы решили порадовать себя вот этим блюдом. Поэтому предлагаю вам присоединиться и посмотреть, как мы будем это готовить и что для этого нужно. Ну, смотрите, у нас говядина 800 грамм, где-то примерно задняя часть. Естественно, макароны, естественно, это лук, естественно, это морковь и чеснок. Специи попозже увидите все. Посмотрите, в какой интерпретации готовим мы этот рецепт, что будем добавлять из специй. И, то есть сам процесс приготовления все увидите. Прежде чем перейти к казану, мне необходимо нарезать морковь на брусочки и нарезать лук полукольцами. Я пока займусь этим. Моркови я использую две таких хороших моркови. Ну, примерно так же, как на плов. Сколько мяса, столько и моркови. Обычно мы делаем в таких пропорциях. И также примерно нарезаем брусочками. Оно по вкусу получится. Макароны пропитаются зирваком. Оно достаточно простое, но в то же время, если боитесь начинать готовить плов, обязательно можете начать с этого блюда. Если боитесь, что плов у вас получится кашей, можете попробовать сначала макароны татарские сделать. Просто попробуйте, посмотрите, как варить зирвак, как все это дело следить. Так, первая морковь готова. Ребят, опять же, прежде чем продолжим готовить, хочу обратить ваше внимание на вот эти ножи. Также на ссылке в описании, которые я для вас подобрал. Там на Яндекс.Маркете можно заказать данный набор ножей Самура с хорошей скидкой 59%. Обязательно перейдите по ссылке, там увидите 5 ножей за 2 990, ребят. Это халявная цена на самом деле, если учесть, что я покупал этот нож один за 1800. Этот нож у меня уже год, я его поточил всего один раз, и то не поточил, а просто поправил кромку. Немножечко были там зазубрины кое-какие. Поэтому очень рекомендую. Отличные ножи. А также там есть и казаны, есть печки, мангалы, доски, все. То есть все, что нужно для приготовления. Не надо париться, надо просто заказать, и вам привезут домой. Причем дешевле, чем если вы пойдете в магазин. Имейте это в виду. Макарон у нас пачка 450 грамм. Ну, посмотрим. То есть макароны будем добавлять уже непосредственно по исходу, по количеству зирвака. Лук нарезаем полукольцами. Все точно так же, как на плов. Не тонкими, такими средними, где-то миллиметра по 4, по 5 полукольцами. Так, ребят, основные овощи порезаны. Теперь переходим, давайте к казану. Дрова я уже загрузил. Давайте переходим непосредственно к самому интересному. Заслонка у меня открыта. Открываем нижнюю дверцу, чтобы был приток воздуха. Что касается моей печки, опять же, не перестаю ей удивляться, ребят. Печь самодельная. Обзор на эту печь уже вышел второй. Первый вышел попроще, второй я полный обзор сделал на эту печь. Непосредственно обязательно переходите по ссылочке, оставлю внизу. Посмотрите, может быть, кому-то пригодится. Может быть, себе сделайте такую же печь. Печь отличная, с регулировкой тяги, с регулировкой пламени. Так, все, ждем, дрова разгоряются. И дальше приступим к приготовлению. Ох, лэмпа поперла-то, ну, турбина работает. Так, по стеночкам казана наливаем масло. Масло надо, ну, чуть-чуть поменьше, чем на плов. Где-то, наверное, грамм 300-400. Я вот на 8-литровый казан у меня. Так как нам мясо надо хорошо обжарить, масло нужно. Там посмотрим по необходимости, может быть, добавим. Все, ждем, пока масло нагреется. Ну, я думаю, все, масло нагрелось. Так, первым делом нам нужно обжарить говядину.
так, чтобы она прям хорошо схватилась. Вот это то, что надо. Так, все, обжариваем. По времени тогда скажу сколько. Так, ребят, посмотрите, как мясо обжарилось. Обратите внимание, вот оно все позолотилось. Корочкой покрылось даже небольшой. Все, теперь пора отправлять лук и морковь. Отправляем лук. И сверху закладываем морковь. Все, так пару минут пускай у нас все это дело мягчится, а потом будем перемешивать. Все делаем на максимальном огне. Огонь у нас большой, хороший. Так, теперь надо перемешать. Вот, мясо поджарилось. Все это обжариваем где-то, ребят, минут 5-7, наверное, будем обжаривать. Все, жарим. Так, ребят, 5 минут прошло. Молотый кориандр. Все это заправить приправами всякими разными вкусными. Примерно пол чайной ложки, наверное, может быть, чуть больше. Ребят, зира, естественно, зира. Растираем между ладоней. Где-то примерно тоже чайная ложка зиры. Приправа карри. Просто немного для цвета, чтобы макароны были более интересного цвета. Более приятного на глазу, скажем так. Совсем так не очень много. И добавлю немного, где-то пол чайной ложки черный молотый перец. Блюдо татарское, оно должно быть с остринкой. Так, соль я пока не добавляю. Все перемешиваем. Солить будем с вами зирвак уже непосредственно. Его и попробовать можно, чтобы нам не пересолить, чтобы посолить в меру. Я всегда солю зирвак. Что в плове, что вот в макаронах. Получается, аромат уже такой идет из казана. Я прям уже вангую. Блюдо получится. Сегодня мороз. И я люблю в мороз готовить. Везде мороз, а возле печки-то тепло. Да, нас ходить неохота. Говорят, дурной тон бить шумовкой по казану. Ну, на самом деле, кто так не делает? Вот скажите мне. Кто-то мне в комментариях писал, что это дурной тон. Ребят, ну, не знаю, но это привычка, наверное, у всех у нас. Я хотя стараюсь этого избегать. Но сегодня не удержался. 2 раза ударил. Так, перед заливкой воды закидываем чесночок. Прям целый. Я так брошу. Так, ну и теперь, ребят, кипяток. Обязательно кипятком надо залить. Вот как шумит. Чтобы мясо полностью покрыло. Ну как бурлит. Я думаю, еще надо немножко. Потому что она сейчас выкипит. Так, теперь можно посолить, так как вода у нас там уже есть. Мясо у нас 800 грамм, плюс будут макароны. Давайте вот столовую ложечку, вот столько примерно, пока посолим, а там посмотрим. Макароны мы всегда можем попробовать. Сейчас соль разойдется и попробуем на вкус. Вот как-то так.
Так, давайте попробуем. Не, ребят, прям вот угадал. Так, ну что, теперь 20 минут томим зирвак. Дальше мы включимся. Так, итак, ребят, 20 минут у нас зирвачок потомился. Отличный получился зирвак. Чеснок достаем. Давайте перемешаем все. Так, отправляем макароны. Макароны закидываем так же, как рис, сверху. Пока разравниваем. Так, чтобы они прям вот ровненько лежали сверху. И кипяточком заливаем по краям. Так, чтобы немного макароны оставались без воды, верхний слой. Все, накрываем и минут 15 варим. Так, ребят, у нас 10 минут прошло. Теперь все перемешиваем. И надо немножко добавить воды, чтобы верхний слой макарон доварился. У нас получается один слой сварился, второй нет. Сейчас перемешиваем. Так, ребят, вот так. Сейчас немножко водички. Совсем немного. Так, чтобы она доварилась. Все, накрываем. И где-то еще минут 10 на медленном огне довариваем. Итак, ребят, 10 минут прошло. Макароны наши готовы. Смотрите. Получается вот такая вещь. Теперь давайте будем все это пробовать. Итак, на улице, ребят, холодно. Макароны у нас получились отличные. Мы на вкус попробовали. Если у вас вода в процессе приготовления немного выкипает, то можно подливать. Ничего страшного в этом абсолютно нет. А на этом мы заканчиваем приготовление. Обязательно подписывайтесь на канал. Впереди много интересного. Ставьте лайки, пишите комментарии. А мы пойдем дегустировать. Всем пока!